Здравствуйте, дорогие друзья! Ну и мы продолжим тему о вашем выживании, о вашем благополучии и счастье. Я вам хочу рассказать о такой процедуре, которая называется «Помощь при болезнях и травмах». Есть вот такая книжечка «Помощь при болезнях и травмах». Эта процедура помогает при любых заболеваниях, при любых травмах, которые у человека есть, да, то есть, чтобы у него быстро заживало все, быстро проходило все, и главное, чтобы не было последствий. Конечно, этому надо научиться. Надо купить вот такую книжечку и научиться это делать. Это делается очень просто, но оно эффективно, и оно работает. Я много, в своей жизни мне пришлось многим людям помогать, и это работает безотказно. Был такой случай, что женщину в коровнике придавила корова, или к стене, или к яслам, там, как правильно назвать, не знаю. И, вероятно, ей повредило ребра. Может быть, были трещины в ребрах, а может быть, переломы были, я не знаю. Она пришла ко мне вечером и говорит: я дышать не могу. Она поехала, ее увезли, с фермы ее увезли в больницу, там никого не было, рентген ей не сделали, ей сделали просто тугую повязку. И все, с этим она ко мне пришла. Я с ней позанималась где-то примерно 2 часа, и после этого, я ее спросила, как дела. Она говорит: я теперь хотя бы спать смогу, уснуть смогу. Мне, конечно, легче. Ну и все. Я ей потом сказала, говорю: ты приходи ко мне, если захочешь, если хочешь еще продолжить, приходи, я тебе дальше помогу. Больше она ко мне не пришла. Я потом увидела знакомую и спрашиваю: как там наша Валентина? Она говорит: носится, бегает. Это такой реальный случай. И еще был такой случай. Человек, прибежал дедушка к знакомой, мы были в огороде, прибежал дедушка к знакомой, которая с нами была рядом, и говорит, что: Наташа, пойдем, говорит, бабушке очень плохо, говорит, у нее высокое давление, поставь ей уколы. Бабушка, вернее, Наташа говорит: у меня ничего нет, ни уколов, ничего нет, что я пойду. Но я говорю: давайте я пойду посмотрю. Я пришла, человек сидит на табуретке. Честно сказать, я прямо растерялась. На табуретке она уже, просто в коме и не вдыхает воздух, а просто, выдохи и все. Я сначала, правда, растерялась, думаю: господи, что ж мне делать-то? Но думаю: ладно, что буду делать? Что получится. Я стала ей делать, буквально через некоторое время, буквально что-то очень быстро, она вдруг голову подняла, вскинула, и, смотрит, конечно, такими мутными глазами. У нее был день рождения, и дочь приехала с детьми, взрослые тоже, сын и дочь, или сын с невесткой, или дочь с зятем, не знаю, не спрашивала. Я им тоже, они вызвали врача, а пока приедут, это было в селе, не село, может быть, там, как теперь назвать-то, я не знаю, деревня, село, или как уж там назвать это местечко. И она, вызвали они врача, но пока еще врачи приедут, это длительное время, я продолжала ей делать. Потом приехала скорая, и давайте мы ее под руки, на кровать. Значит, я говорю: я ушла, я пошла. Но вижу, что человек,
во всяком случае, пришла в себя, но еще не осознает, плохо осознает окружение и прочее. Ну вот, после этого я ушла, и буквально я только дошла, и минут через 5-10 бежит опять дед и говорит: пойдемте. Бабушка, значит, жена его, бабушка прогнала врачей и сказала: приведите мне ту женщину. Ну, я пришла, я, конечно, с ней занималась тоже где-нибудь, наверное, около 2 часов. Я ей делала вот эту процедуру, а у нее было высокое очень давление. Пока я ей занималась, пришла фельдшер, которая здесь обслуживала население, и сидела, ждала. Просто слушала и сидела, ждала. Ну вот я с ней пару часов позанималась, ну, да, спрашиваю, смотрю, заулыбалась, она уже заговорила. Я говорю: ну как вы себя чувствуете? Она говорит: хорошо. Потом говорит мне, я ей спросила, говорю: вы хотите жить? Она говорит: честно? Я говорю: конечно, честно. Она говорит: не хочу. Мне надоело, эти головные боли мне просто надоели. Ну, что я могу сказать человеку, если человек сам, ну, как бы уже и не хочет жить, потому что у него эти бесконечные головные боли, сумасшедшее давление. Но когда я с ней закончила, фельдшер подошла и спрашивает, померила ей давление, говорит: вы знаете, у нее 120/80. Она говорит: если бы я сама не видела, если бы я сама не слышала, я бы не поверила. Но говорит: а как вы так делаете? Я говорю: да вот простые, обычные такие действия, которые ни к чему, ну, как бы не обязывают, но они дают результат. После этого вот я шла мимо, видела эту женщину, что она ковырялась где-то там в огороде. Я думаю: ну, слава Богу, человек жив остался, человек продолжает дальше жить. Ну, вот такие, ну, как бы примеры, еще много таких примеров, когда человек, женщина, ее укусила собака, как ее называют-то, господи, здоровая белая собака, типа волкодава, но не волкодав, а как же ее, овчарка какая-то, кавказская овчарка. Она ее все время ходила полем и боялась ее. И вот в какой-то момент она идет по полю, а эта овчарка была не на привязи. И, естественно, она побежала, собака ее нагнала и вонзилась ей в ногу, схватила. Хозяин, конечно, прибежал, отодрал с горем пополам эту собаку, ее увезли в больницу. Ну вот мы с ней встретились, она едет с больницы, а я тоже еду домой. И мы с ней встретились на остановке. И она говорит: да, а что с вами? Она говорит: так вот, ты знаешь, говорит, хапанула меня все-таки эта собака, которую я боялась все время. Ну вот. У нее был, говорит, прокус, у нее глубиной 3 сантиметра прокус был. Ну, я говорю: ну, давай, и вот пока едем в автобусе, я тебе поделаю. Ну, вот мы пока с ней были в автобусе, я ее, там, ну, сколько, мы полчаса, наверное, ехали. Пока ехали, я ей делала эту процедуру. После этого мы вышли из автобуса, я говорю: ну как? Она говорит: ну я теперь хоть дойду до дома нормально. Она дошла до дома, и мы договорились, что я говорю: ладно, я завтра приеду после работы, я зайду к вам, и мы с вами позанимаемся. Ну вот, я к ней приходила раза 3. И человек после этого встал и пошел. Так что вот, если вы приобретете такую книжечку, научитесь это делать, это огромная помощь в семье, это огромная помощь любому человеку, близким, родным, знакомым, друзьям. Вы можете всегда помочь. И еще бы я хотела сказать, вот любые болезни, любые травмы происходят с человеком не просто так. Во всем, ну, как бы причиной во всем этом являемся мы сами. Мы причина тому, что с нами происходит. И, ну, как бы, если вы узнаете об этом,
поймете это, и вы сможете научиться использовать это в жизни. Тогда у вас не будут болеть родные, не будут болеть близкие. То есть вы уберете саму причину, будете знать причину ваших заболеваний, причину ваших несчастных случаев и прочего. Откуда это идет, почему это происходит и как это происходит. Вот и все. И тогда вы будете здоровыми, крепкими. А вот на тот случай, когда уже что-то случилось с человеком, да, можно помочь ему всегда. Помочь простыми действиями, которые эффективны и работают на всех. Не было такого случая, чтобы на ком-то это не сработало. Поэтому для того, чтобы вы могли быть здоровыми, крепкими, и у вас было в семье все хорошо, вы можете приобрести книжечки, прочитать их, потом научиться этому и применять в жизни. И тогда у вас будет все хорошо. И мир, и понимание, и спокойствие, и радость, и все остальное. Так что приглашаю вас, если кому-то это будет интересно, пишите, будем общаться, я помогу вам приобрести, я вам скажу, как, что делать, и будете это использовать в своей жизни. Не будете болеть, и будете здоровые и счастливые. Всего вам доброго.